Раз. Бонжур, хату интеллигенция. Продолжаем проходить Shadowrun. Думаю, за этот стрим одну миссию выполню и в принципе все. Вот, вопрос только в том, насколько будет большой эта миссия. Поскольку миссия рознь. Иногда бывает миссия, которую выполняешь за полчаса, хотя в таком случае придется выполнять еще вторую. Ну, может и нет. А иногда миссия бывает растягивается на час, на полтора, особенно если там какая-то сложная боевка. Ну, не в плане сложная боевка, а сложный какой-то боевой эпизод с кучей противников, с какими-то там биолабораториями. И вот это вот все. Подобрал же новую работу у главной. Так, и уровень, да? Нет, уровень только у самурая. Сюрикен. Так. Быстренько бросить сюрикен. 12 урона. Весьма близко. Макс рейндж 10. Получает дальнюю способность. Так. Харкать в лицо. Игнорирует армор. 8 урона. 4 армор за 2 раунда. Ну, то есть... 4 армора. 4 урона. То есть и тут 12, и тут 12. Как бы, а в чем разница? Ну, типа, игнорирует весь армор, а здесь, типа, не игнорирует, да? Ладно, возьмем то, что игнорирует весь армор. Почему бы и нет? Подтвердить. Значит, что у нас по миссиям? Plant the data. И похитить петухало. Похитить петухало. Как-то так. Надо проверить, открылся ли мне какой-то дополнительный, точнее не дополнительный, а новый автомат. Более продвинутый. Так, минуточку. Эмин Кафай. We got a lot of passers through. After their business with the dockmen of the Yellow Lotus, they get escorted here to relax and shop. Then they leave. Not much yet. Так. Меня интересует только оружие. Смарт-линк. Что такое смарт-линк? Смарт-линк. Required data jack. Что такое? Непонятно. Так, ну и поскольку у меня все... full assault rifle. Стопы. Райфл. Шотганы СМГ. Так, а у меня специализация. Ranged Combat и Rifle. Да, то есть выход. Там есть Rifle посильнее. Показывай, что продаешь. Вот Rifle. Все со смартлинком.
Rifle. Ranged Combat. Так, а Data Jack это что вообще? Аутфиты. Аутфита у меня вообще нету. Так, 6 армора, 4 армора. Давайте так. Подтвердить. И пуху. Подтвердить. Capacity 5. Ага. Ага. Capacity 5. Вот в чем загвоздка. У нее там, наверное, совершенно другая снайперка, типа. Все, я понял, это снайперка. Но в любом случае, из 9 урона, которые есть сейчас, можно как минимум на 11 урона качнуться. Райфл 32 патрона. Или вот... Нет, это хуже. Pierces up to 2 армора. Ну, давайте попробуем. Попробуем это. Подтвердить. Автоматически установилось. Теперь можно и пойти на задание. Так, два варианта. Шангрила, похитить петуха, либо Варис Facility, конфликт Night Errand, Red Dragon, так, там подставу устроить. Давайте Res Facility. Декера, наверное, возьму. Res Facility звучит как что-то, где понадобится декер. Гайчу хз, не буду. Ладно, возьму второго автоматчика и шаманку с хилом. Хил это главное. Подтвердить, подтвердить. Поехали. Misdirection. Central Hong Kong spills out along Victoria Harbour. All glittering chrome and neon flash against the night's darkness. The skyscrapers are a jagged nest of mirrored knives thrust into the sky, rending the clouds as they ascend into the heavens. The Ares Asia Holdings complex squats menacingly over Chatter Road, a steel and concrete tumor intertwined with nearby buildings in a web of sky bridges and shared parking structures. You make your way inside and ascend to the 5th floor, a public foyer that connects to the restricted areas of the complex. As the elevator opens, you arrive in cold, dimly lit reception area. Beyond it, your quarry awaits. Аутфит есть, эту пушку
За главную, наверное. Поехали. Game auto saved. Карму потом раскидаем. Карму потом раскидаем. Exiting the Ares Asia Holdings elevator on the 5th floor of the skyscraper complex, the antiseptic odor of the mega corporation's offices assails your nostrils. The immaculately detailed interior speaks volumes of the wealth and control the North American industrial giant has come to wield over the free enterprise zone. Isabel taps your side and gestures toward her comlink. It's displaying a rough and unlabeled schematic of the building. Looks like we're looking for a lab between floor 15 and 40. 15 and 40, а нифига себе, точнее нельзя. 25 этажей. Most of that area is high security research facilities and equipment stress testing. So everything we're looking for will be near the main lab. We will need to plan the visitor data and find out which specific floor the lab is on. We should be able to do that down here in the lobby. Down here in the lobby. Welcome to Ares Asia Holdings, a division of Ares Macro Technology. How may I assist you today? I need to get inside. Of course, unfortunately, I cannot allow you access without knowing your business. May I ask you what your business is this evening? I'm meeting about business synergies and paradigms. You're just stringing business-related words together, sir. You have no idea what those mean, do you? Да, облажался немного. По-моему, вторым предложением я себя закопаю еще больше. Not a clue. Listen, I don't have time to entertain corporate wannabes. Come back later when you have some real business here, okay? Try and get in without a valid reason, and I'll be forced to call security. Может, мы его просто завалим, не? По-быстрому. Как бы. Чик-чик, готово. Опа, можно проскользнуть. This vent could fit a drone through it. Absent that, there's not so much you can do with this. Ага, а дрононосца у меня нету с собой. No, you may not. Then I'm afraid you have to wait in the lobby until whoever you're meeting comes to escort you inside. Так что получается? Может, его по-быстрому застрелим, нет? Просто в противном случае, мне кажется, миссия немного накрылась. Зажал альтец. Ничего не подсвечивается. Соответственно, дрона у меня с собой нету. Остается один только вариант, по сути. Ломиться вперед на охрану. Что ж. Полетели. I warned you not to enter the building without signing in. Security, we have intruders in the lobby. А говноеда этого можно застрелить, нет? Нет, он типа гражданский, да? Обидно. Так, 9 ДМГ. 10 ДМГ.
Значит, это более топовая штука. Окей. 78%. Погнали. Опа. Сложился паренек. Давай, жди здесь. Сюда. The power of red steals control of a hostile summoned spirit. Ага, окей, все, это я вспомнил. Вспомнил, выбирал эту обилку. Но еще ни разу не пользовался. Вот в чем нюанс. Фига их тут набежало. Вот этот тотем, по идее, можно украсть. Фига вас тут так как говна, ребята. Чё так много-то? Так, 67%. Надо пробовать в любом случае. 69%. Ну, в этого тогда. 30-ку внес. 30-ку. Ну, неплохо на самом деле. Могло быть хуже. Найс. Найс. Ну, тут пока немного урона влезло. Можно и подождать. Давай на удачу. Так. А выстрела нет. Гранатка. Флешка. Флешка — это очень неприятно. Хотелось бы своровать духа. 2 сюда, давай. Готов. Готов. И перезарядочка. Подтвердить. Так, что у нас тут? Блин, у кого-то можно было бы полечить, но с другой стороны... 1 хп. Как-то даже не серьезно. Как-то даже не серьезно. А ну. Неплохо. Наваливает. Так. По идее, надо куда-то вниз идти. Если бой еще не закончился. Или... Public terminal. Давайте попробуем. This is a public matrix terminal for guests and visitors. Its primary functions appear to be directory and news services, as well as basic email. This is also a perfect terminal for you to upload the faked visitor records. Welcome to Ares Asia Holdings. Please note, all activity on public terminals is logged and recorded for security purposes. Please state your query. Alter visitor records. You slip the data chip into a port on the public terminal and let the worm go to work. After several seconds, the chip flashes green. Now Ares Asia Holdings records show that Golden Phone has visited on several occasions in the past. Search for Dr. Taylor. Taylor P. Drone Automation Division, Floor 27. Dr. Taylor has transferred to the Hong Kong offices of Ares Asia Holdings from his previous post in London with Ares Europe. Dr. Taylor's research focuses primarily on drone weapon technology, although previous work has centered on cryogenics technology and the impact of the matrix on social structures and human development. Привет, Яна.
Dr. Taylor is joint chair of the Ares Asia Drone Research Laboratories with Dr. Ian Hardingham. Current projects include expansion of the Hangzhou Bay Tidal Power System, a proposal to expand the Hong Kong MTR maintenance program, and further research into machine learning. Search for Dr. Hardingham. Same division, same floor. Dr. Hardingham has transferred to the Hong Kong offices of Ares Asia Holdings from his previous post in London with Ares Europe. Dr. Hardingham holds advanced degrees in weapon design, mechanical engineering, and holds several patents in the field of artificial intelligence research. As joint chair of the Ares Asia Drone Research Laboratories, Dr. Hardingham's duties are primarily related to the research and development of new artificial intelligence solutions that will keep Ares macrotechnology competitive in this rapidly changing world. While this specific work of the Drone Research Laboratories is classified, previous efforts have been centered around self-repairing machinery, robotic game theory, and collective machine learning. Итого 27 этаж нам нужен. 27 этаж. Так, что тут есть еще? Тут, я так понимаю, ничего. А, в нее тоже стрелять можно? А чё она не... Что за прикол? Я по ней стрелять не могу. Или это... А, все, я понял. Это мне просто ее не видно было. Давай, раз. Давай, два. Так, ты... Давай, раз. Все, найс. Найс. А я-то думаю, что мне показалось, что она такой же мирный, как и этот самый... Как и чувак с ресепшена. Думал, их трогать не надо. Так, 27 этаж. Конечно, такой разброс был с 15 по 40, по-моему. Вариантов, конечно, дохренище. Так, что там понасыпали? Камера, planned financial data, gain access to the main lab. Поехали. Солдафоны. Ну, никто не обещал, что будет легко. С другой стороны, не так все и плохо. -1. Как мне нравится эта обилка с расстреливанием. Просто супер. Бомбическая. Так. Тут можно как-то побольше их зацепить. Хотя бы двоих. Чё бы этого. Так, теперь ты. 50%. Ну, надо пробовать. Удачная попытка. Удачная попытка. Давай главному герою меткость. Это понадобится. И, в принципе, ход окончен. Анимация была жесткая, ничего не скажешь. Так, живучий гад, живучий, давай сюда. И перезарядка. И перезарядка. Да ну, дядь, ну попадать надо. Серьезно? Вот сейчас не попадаешь? Серьезно? А так? Просто это смешно.
Просто смешно. Хрена эти там с кулака дерутся. Так. Тут хил. И без вариантов. 20 хп это дофига, это еле живой. Так, ты... Найс. Найс. Ну тут главное в своих не попасть. А в остальном, конечно, промахи можно простить. Окей, подходим тогда. Может, хоть как-то буду попадать. Понял. Намек понял. Чудно. Дункан. We'd better move fast. That's the last of them for now, but it won't be long before they figure out what floor we're on. We're gonna get a lot more soldiers crawling up our ass soon. You think they figure out what we're after? They'll be right on top of us if they have. I don't think so. If they did, they'd have sent a lot more already. The best we can hope for is getting out of here before they piece it together. Ну, это, конечно, хорошо. Но что меня всегда радует... Кейпад, понял. Угадайку пока играть не будем. Что меня всегда в этой игре радует, это то, что в этой игре нет миссий на время. Одна, по-моему, была какая-то в прошлой части. Там за определенное количество ходов надо было добраться до бомб. А в остальном тут с этим нету. Так. Out VM inveniam out faciam. Please direct your queries. Search for auto repair projects. Attention. All information contained herein is considered secret or con. Duplication of files forbidden. Authorized eyes only. Select file. Desert Wars field testing. Congratulations everyone. Ares Europe's given us the go-ahead on entering the Griffin drone prototypes into this session of Desert Wars. Between the auto-repaid circuitry, the MP laser prototypes and the self-organizing threat assessment programs, I think we've got a great chance at being one of the standout stars this season. Obviously, we have a lot of work to do between now and the kickoff event, so I'm expecting plenty of crunch time. I know each and every one of you wants this as much as I do. It's hard for me to express how proud I am of this team and all the hard work you've put in over the past year. If we can pull this off, we are positioned to be one of the biggest teams in security drone hardware in the past 10 years. If we buckle down and put in the hours required, I know we can do it. Короче, менеджеры, как обычно, давайте поувертаймим. Self-organization subroutine bugs. Hey, Jan. I've been encountering a worrying bug in the latest multi-drone mesh network tests. After checking on it, I'm pretty sure it originates in the self-organization subroutines. When the Griffin drones go into self-diagnostic mode and start sharing their telemetry data after field activity, they stop responding to external commands. Even kicking the debugger over the admin mode won't stop them. It looks like they're not responding to outside commands because they are identifying activity
orders as non-critical in comparison to their attempts to share and learn from each other's telemetry. It's downright spooky. They tried to push me out of the room during one of the tests because one standard started firing the on-share cleanup basecamp function and the rest picked up on it. They identified me as an object to be removed from their secure space. And the worst part is that the trigger condition was me trying to shut down the mesh network. I don't know, Jan. I don't like the idea of drones making value judgments about administrator orders. I'd like to strip out the self-organization codes of future tests until I can debug it. I understand that we are trying to play catch-up with Renraku on the pseudo-intelligence front, but the fallout if this bug spreads could be pretty catastrophic. Wait on the next test. Just a head up for the team. Hold on further self-organization tests until you get the all-clear from me, Taylor or Jan. There's a bug where the drone network refuses external orders while they're pursuing their self-generated directives, data sharing, learning, battle examination, etc. It's nothing critical, but it's going to make debugging other systems a pain in the ass until we get sorted out. General tests are still a go. Так, recent messages. Attention, all information, duplication, все дела. Olympics cancelled. Can't strike and believe it, Jan. Jung. After spending all that time and money tracking down tickets to the 2016 Neo-Tokyo Olympics, the OICs cancelled them entirely. Some crap about not having enough participants. I guess a ton of countries pulled out in protest over Japan's treatment of metahumans and the way they handled their holdings in California. I mean, yeah, I'm all for equality, but the Olympics, that's about brotherly love, the spirit of cooperation, and the unity of mankind. I can't imagine anyone using them for such transparently political purpose. It breaks my heart. Zia, I was hoping to take a look at your power output test data sometime soon. I'm going to be in and out of the office all day, so just let yourself in and put them on my desk. The code is 98144, Dr. Taylor. Thanks for the code, man. Так, код мы получили. Все остальное прочли. Код от дверей доктора Тейлора. Придется наведаться к нему в комнатку. Это интересно вообще, чья комната была, доктора Тейлора или нет. Так, тут открыть. Тут у нас что? Security System Servers. This server cluster handles the local records and systems for floor 27. Undoubtedly, the building-wide system back up this data, but anything occurring here will be fed to the larger Ares area servers. This makes it a perfect place to upload the warm and faked camera footage. Upload. A few moments later, the chip flashes a green light, indicating that camera records on floor 27 will now show footage of Golden Phone meeting with Dr. Taylor and Hardingham. Матрикс. Чё, отправляем туда Изобель? Пусть выгребает. Погнали. Наверняка какие-то плюшки дополнительные откроют, но учитывая то, что оно горело не желтым, то, соответственно, это не главная цель этой миссии. Так, газ-валв. Газ-валв. Газ надо крутануть, да?
Екс, ну поехали. Фак. Собрались, поехали. 7, 9, 9, 8. 7, 9, 9, 8. 9, 4, 4, 6. 9, 4, 4, 6. 1, 3, 8, 5, 4. 1, 3, 8, 5, 4. 7, 3, 2, 3, 4. 7, 3, 2, 3, 4. 6, 2, 4, 5, 4, 6. 6, 2, 4, 5, 4, 6. 9, 4, 6, 2, 5, 8. 9, 4, 6, 2, 5, 8. 9, 5, 9, 3, 8, 9, 2. 9, 5, 9, 3, 8, 9, 2. Так. Вот это походу. Вот это. Так, gas valve control. This subsystem is currently offline. It appears to be a one-way off switch for gas system. Чё, зря сюда шел? Просто appears offline и до свидания. Так. Неудачная вылез, конечно. Ничего, разваливаем. Взламываем. Так, погнали. 5, 1, 9, 6. 5, 1, 9, 6. 8, 3, 4, 1. 8, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 5, 6. 3, 4, 1, 5, 6. 6, 1, 2, 5, 2. 6, 1, 2, 5, 2. 1, 6, 4, 7, 2, 1. 1, 6, 4, 7, 2, 1. 8, 2, 2, 3, 6, 8. 8, 2, 2, 3, 6, 8. И последний. 4, 2, 1, 2, 9, 2, 7. 4, 2, 1, 2, 9, 2, 7. Так, третий у нас В и вот это похоже. Нет. Вот это. Вот это. Ну и, конечно же, тоже, да-да-да, subsystem, система отключена, все дела. Хорошо. Хорошо. Тут должны быть еще какие-то штуки. Так, все, это мы идем сюда. Тут что? Капец, система запутанная. Капец, система запутанная. Вы чё, не гоните так гнать? Так, а что тут за опилки? Ага, шанс на попадание, ну такой себе. И так, в принципе, нормально попадаю. Не должно быть проблемой.
4 противника, окей. Окей. Раз. Лечение 2. И валим этого. Что мне кажется, проще было бы, наверное, допустить заполнение этого. Заполнение тревоги. Развалить один раз мобов и уже бесплатно и спокойно ходить. Поехали. 1, 3, 9, 3. 1, 3, 9, 3. Изи. 1, 2, 7, 1. 1, 2, 7, 1. 9, 9, 2, 6, 8. 9, 9, 2, 6, 8. 5, 4, 1, 5, 2. 5, 4, 1, 5, 2. 7, 4, 8, 1, 2, 6. 7, 4, 8, 1, 2, 6. 7, 3, 7, 6, 3, 2. 7, 3, 7, 6, 3, 2. 5, 6, 9, 8, 5, 1, 9. 5, 6, 9, 8, 5, 1, 9. Так. Пейдейта. Пейдейта. Хорошо. Один кусок миссии выполнили. Погнали дальше. А можно, пожалуйста, попадать? Благодарочка. Ты меня и так видишь. Так, 195. Если я его сейчас за один ход не убиваю, появляются дополнительные дурачки, да? Чего откладывать? Если и так появятся дополнительные дурачки. Ну или так. Значит, вызвать раз. Вызвать 2. По скиллухе давайте попадание на себя. Уже со следующего хода начну раздавать. Красиво. Так, защита главного героя. И наваливаем. Ага. Подкрепление ушлепков, да? Подкрепление у ушлепков.
Надо будет масуху какую-то приобрести для декера. Ну как больно немного больно. Ни хрена себе. Промахи на 78%. Выглядит немного незаконно. Так, а ну текай. Часть будет догонять. Может, хода не хватит. Да, не хватило хода. То этого хватает. Я, честно говоря, пока не понимаю, нахрена здесь начался бой. Если никого нету. В чем прикол? Начали бы уже, когда в экран влезли, там, в зону видимости и все дела. А сейчас-то чего? Сотка. Неплохо. Промах плохо. Оу. Скрита. Скрита. Ну, появилась охрана. Так, ну... Ну ты на ФП, окей. Ждем тогда, ждем. Так, только давай Overwatch с пистолета, а не с базуки, а то будет очень больно. Текс. Давай ты, базука. Красота вообще. Вообще красота. Декинг нельзя начать в этом же ходу, но это не проблема. Не проблема относительно всего остального, что у нас тут есть. Так, ну от этого надо валить, он какой-то здоровый. Слишком. А ну, включись. Включишься, да? Найс. Найс. Тогда продолжаем. Ага, вот как мы продолжаем. Понял. Ну, хорошо, хотя бы главный противник уже накоцанный. В противном случае было бы очень грустно. Так, это что у нас? Powerful Attack, да? 49%. Отлично. Отлично. Остальные урон практически не наносят. Можно разваливать в более спокойной манере. Да, урон, конечно, так себе. Что жить за цифра? 38 урона. Тут все вроде как 25, 50, 100, а не вот это вот все. Так, ну окей.
Где враги? А, все, туплю. Аж после поднятия максимальной тревоги надо еще эти штуки. Окей, здесь у нас, значит, 3 газовых. 3 газовых рубильника. Сюда вроде бы не ходил. Вот так теплый прием. Самон раз. Самон 2. Ух, я бы сейчас офигел, если бы они еще и попадали. Да, тут 77%. Можно было бы и попасть на самом деле. Наверное, на себя меткость. На пару ходов. Остальными можно сближаться, давать по шоту. В принципе, этих не жалко, эти программы восстанавливаются. Файт не бесконечный, в следующем файте уже будет доступно. О, попадание. Можно было бы в целом и полечиться, наверное. Следующим ходом уже полечусь обязательно. Так, одну секундочку. Back online. Так, что у нас здесь? Убить. Неплохо. Через полкарты попадания. Годится, годится. Так, ну ладно, буду подходить. Как-то можно полчаса с ним перестреливаться.
вторые еще ворота, я даже не обратил внимания. Сейчас с воротами будем разбираться, да? Ну, погнали. Давайте первым делом захватим лифт. А уже потом сюда интерактить с непонятно чем. Warning. Active alert in progress. Active security orders, supercode regular schedules. Please contact administrator for more information. Что-то... Яснее не стало. Яснее не стало. Окей, тогда проверяем, что здесь все обошел. Сверху был, теперь направо. Пришел, по идее, откуда-то слева. Хотя могу ошибаться. Но тут точно не был. Так, и чё? И куда? Это не кликабельное. Окей, валим тогда отсюда. Раз такие дела. Сюда вниз. А тут я уже был. Да-да-да, secure. Ну все, по идее, тогда все здесь обошел. Остается только 3 газовых вентиля, которые я сейчас не могу перегрузить, и все. По идее, если я сюда еще раз зайду, то здесь уже не должно быть не должно быть противников, как мне кажется. Опять на всякий случай. Значит, здесь я был, здесь я компьютер смотрел, здесь я был, здесь я подключал. Что-то подключал, что-то повыключал. Так, сюда мне надо пробраться, здесь мне можно хотя бы посмотреть, что где. Нельзя, да? Open door. Не? А, все-таки можно. Там закрыто. Security Control Panel. Погнали. Читаю. То ли баг, то ли что. Не хочет наводиться на действие. Так, Control Panel. Поехали. Ares Asia Holdings Directed Energy Lab. Please input commands. Unlock the main lab door. Подожди, там еще что-то было. А нужно ли мне вообще хакать, если все открыто? Давайте еще сюда зайдем. 2 офиса здесь у нас. И все, и лифты. Так, а ключ у меня получается только от одного из них. От доктора Тейлора. Значит, в теории второй можно открыть. Что по миссии надо? Financial Data. Тут что ли Financial Data? Так, хорошо. 98, 144. 98, 144. Дверка открывается. Да что ж такое? Нифига не открывается. Компьютер. Что тут? Taylor P. Так, wishes you a productive day. Plans financial data. After a few moments, the data chip's light flashes green, indicating the data has been uploaded. Project records.
Redline, prototype directory active. Authorized users only. Remember, security is everyone's business. Enter query. Security briefing. Attention, Ares area holdings employees and residents. Last week, night rent officers responsible for the security of the facility received several reports of suspicious activity in the public area of the building. At 13:31 last Tuesday, security footage shows a troll, approximately 20 to 88 years of age, entering the public mezzanine areas of the building. The subject was seen attempting to gain access to restricted areas. The subject exited the facility before Night Rent could intercept and question him. Reports from Ares citizenry indicates the subject was asking about research labs working on directed energy weapons. Several hours later, the subject was seen re-entering the building from a side entrance wearing a custodial uniform. Night Rent guards attempted to detain the subject, but during their arrest attempt, both guards were severely injured. Any employee or resident should contact security immediately if they see this troll. Do not attempt to detain him or interact with him in any way. The subject is considered highly dangerous. There is a note attached from Night Rent Security. Dr. Taylor, it came to our attention that you have not been treating these threats with the seriousness we believe it deserves. Please remember that the safety of your person and your research is not solely your concern. A strike against you is a strike against all of the Ares macro technology. When engaging in off-site entertainment from now on, we would request you to travel with the group. Thank you. Неплохо. Emitter aperture refinement. I have had to change the emitter and focusing array in our latest MP4 Redline prototype. Prior to this, we were using the same emitter array as the MP Laser 3, since it's a proven design. Unfortunately, that array is too large to continue using at this point, and there is legacy software that we need to update. The largest problem is that the outer lens is 3 mm too large for our new housing. In light of that, I've commissioned 20 new focusing arrays. They are being manufactured in Detroit, but should arrive next week at the latest. The fabrication technique is the same type that we acquired from Zeiss last year. It should give us superior beam coherence even in high dust and fog situations. Taylor. Prior emitter research. Personal notes on MP Laser 1 research. I've been going back through the files from Ares Arms research on the original MP Laser. A lot of the work was done by the Dr. Elliot Mills Fargo. Unfortunately, Mills Fargo is dead. From what I can gather, his son killed him during a drunken argument. What's curious is that most of the research files have been heavily redacted. It's all very curious. It's almost as if Ares Arms doesn't want anyone to know anything about the initial research. It's very curious, given that we are all supposed to be working toward the same thing, aren't we? From what I can gather, Mills Fargo had a radically different design philosophy than Hardigam and I. Most of Mills Fargo notes indicate he was primarily interested in purely vector soliton fiber lasers rather than our own dye-doped matrix technology. From what I understand, that's also the basis for Winter Systems, our attempts at the man-portable laser solution. I can't find any evidence of how they would have developed that technology without access to Mills Fargo's work, though. Curious. Так, email. You Killjoy. Hardigam, I cannot believe you. Did you tattle on me tonight, Rand, saying I'd blow off the security brief and ran to go drink alone?
Oops, I'm a senior researcher, not a bloody prisoner. If I decide to go have a drink on my own, that's my business. Besides, Central and Admiralty are both crawling with police at any hour. They are AAA secure, for God's sake. Pub time. Listen, H. I really do hear what you're saying about security, and I promise I'm not taking it lightly. I was thinking we could hit up the pawn after the meeting tomorrow. I've got 8 or so takers from the lab. The Knight Errant promised to loan us a low-profile bodyguard to make sure nothing goes awry. How's that sound to you? Pub time. Door codes. They changed your door code while you were on vacation. The chips got a little fired when someone forgot to close the shutters in Laser Lab when they were testing one of the new emitters. It's 23847. Okay, project 2231. H. One of the researchers downstairs hit me up in the meeting about supposing something called Project 2231. It's headquartered in the Algonquin Montague Council, some godforsaken black site called Complex 68G. I guess it has something to do with that debacle in Chicago research into cleaning up the CEZ and whatnot. I thought it'd be nice if we could give them a hand, just lend them a prototype or the specs, let them test the laser out there. Go back, log out. Так. Сюда. 23 847. 23 847. 23 840. Стопэ. 847. Икс. Дверка открывается. Нет, серьезно, что за дела с наведением на объекты взаимодействия? Просто все в раз сломалось. Вроде до этого нормально работало. До этой миссии, по крайней мере. Сейчас дичь какая-то. Так, Project Records. Redline Prototype Directory active. Authorized users only. Power output. Preliminary reports aren't good. We can miniaturize the aperture and emission array from the MP Laser 3, and it's definitely possible to get down to a handled size, but that's never been a problem. Energy density in the core concern. Our batteries just aren't up to snuff if we shrink them down to pistol size. Without the MP Laser 3's battery pack, we'll be lucky if we ever find a way to break 6 or 7 shots. It's a terrible problem, and one the boys over in materials science have been dragging their feet on. I've been checking into using some of the new dual-phase batteries, but the cost seems prohibitive. I've made a note to Director Huey asking if we could get some help from Ares Arms Europe. The Firelands research teams made a great deal of headway using stage graphene capacitors. Maybe there is something we could learn from them. Security briefing. Про тролля я уже читал. Тут то же самое. Drone integration. Things proceed apace. Assuming a standard medium drone like the Inquisitor or Robert 9230 models, the drone provides sufficient power to enable the prototype effectively and limited bursts. Though there is a 30-second range charge time if the capacitors are drained rapidly. The small size of the emitter lens also means that the prototype can be mounted modularly or internally at the platform as the platform dictates. For smaller drone sizes, the output is more restricted but still valuable. Charge times increase to between 2 and 5 minutes assuming standard battery power. This does unfortunately reduce the drone's loiter time. Each shot reduces the loiter time by approximately 2.5 minutes.
More than enough for a sustained engagement, but something we'll want to keep an eye on. I believe we can increase efficiency in these cases by including a supercooling medium liquid nitrogen or the like to reduce the heat pumps draw from the power systems. Maybe something like we worked out for the Sentinel P series births. Email. Cheating bastard. Listen, I don't know how you managed to beat me in that last game, but I know you're cheating. All the data checks out, but I cannot believe your aim suddenly gotten so much better than mine. When I find out what hack you cooked up, you're going to owe me 50 new yen. Either that, or your characters are all going to be wearing bright green lime costumes from now on. Licking Wand. Dr. Taylor, we appreciate your concern about the threat neutralization system leaking from your office air vents. Your safety and the safety of the lab are our topmost priorities. Until we can get maintenance to inspect the valve, you can access the security control for Vent 3 via the Matrix. The blocker IC code is Cortex Freeze. Should any further leak occur, please contact us again. Security Director Dan. Uptime. Okay, Taylor, if you got an 8 people and a bodyguard together for a pint or two after we have our meeting, it's game. Sorry about being so testy earlier. I just don't relish the idea of being beaten to a bloody pulp by some trog with an interest in my research. Так, датка есть. Нам надо сейчас в главную лабораторию. Главная лаборатория это была где-то здесь сверху комната, вроде бы. Сюда. Сюда и открываем дверь. Оу. As the lab doors side open, you come face to face with a ragtag group of people. Their gear is mismatched. They wear no uniforms, and the mixture of technical gear and heavy armor indicates they are prepared for anything. These are quite obviously Shadowrunners. Hey, Opti, I think I figured out why the alarms were going off. A damn near perfect operation ruined because you had to charge in here, guns blazing, Christ. How's it coming, Bull? Huh? What the... God damn it, you broke my concentration, you son of a... Shit happens sometimes. You asshole, this isn't... You think that's our... Cool it. Getting in a firefight here won't do us any good. Jarl, that goes for you too. Wise choice, lady. Definitely a better move than trying to throw him down. Wait a minute, I recognize you. You're Vlados, right? Your name's all over the shadows of Hong Kong. From what I hear, you've been doing a lot of work for Kindly Chen. Is that right? For such a big shot, you're sure roll out. The more guards we take out on the way up, the fewer there are on the way out. You know, there's a strange kind of logic of that attitude. If it works, it works. I don't want to interrupt, but we still have a big problem. We're both here for the laser. What now? Listen, we can argue about this all day, but Ki-Yu will be closing in on us any second now. I say we'll go out together and sort this out in calmer seas. Right, that works for us. Listen, what's your way out? We were going to rappel over to the Federated Boyne building next door, but with all the rackets, well, I think we'd probably get shot off the line. We are going out underground, down an elevator shaft and over to an MTR station. I didn't even know that was there.
Should have done better legwork before we got there. We'll follow. More guns couldn't hurt, huh? You lead the way. We'll be right behind you. Suddenly there is a blare of alarms. Red lights click on overhead as an accompaniment to the noise. You also hear a sudden hissing sound, rather like a tire deflating, and with that sound comes an acrid odor hanging heavy in the air. They're gassing us. Look over there, it's coming out of the vent. If my deck wasn't fried, I'd be able to jack in and stop it. I hope you brought a deck or some drones. If you haven't, we've got to get out of there fast. Так. Погодь. Что здесь можно подключиться, правильно? Ну поехали. Кто у нас декер? Ты у нас декер? Ну поехали. Би! Тут еще говнюки будут появляться со своими приколясами, я понял. Все понял. Нахер пошел. Дроновод. Ты где? Подожди, это ж ты декер или не ты? Ты декер. Все, полетели. Я сюда качков привел, а тех, кого должен был, по сути, нет. Беда. Так. Расстреливаем, получается. Оу. Так хрустнуло аж. В коленку попало или что? Aim accuracy. Так, 89%. Ну, погнали. Нахер пошел. Так, это у нас декер. Декер у нас передвигается дальше и дальше. Декеру надо побыстрее выключить газ. Теперь я хотя бы знаю, что это был за газ, который был в матрице. Так, ну эти мне будут помогать, нет? Не отказался бы от лишних пары стволов. Ага. А втерпаю все равно я. Терпаю все равно я понял. Security room здесь было. Да здесь можно было подключиться, да? Да. Чуть не сдох по пути. Хрен высова. Похилить нельзя. Ну, хоть убить. Давай так. Стоим, ждем. Так, ты ломай. Поехали. Еще какие-то враги? Или эти уже решили против меня взбунтоваться? Нет, все отлично. Поехали.
Значит, газ валв 1. Потом. Газ валв 2. И где-то здесь газ валв 3. Если это оно. Или по телепорту надо куда-то идти. Нет, газ валв 3. Приехали. Так, хорошо. Выходим. Полечиться надо обязательно. Пришли все-таки ушлепки. Все-таки пришли ушлепки. А мои союзнички не хотят мне помочь? Что-то прям что-то помочь. Там, я не знаю. Убить кого-то из них, нет? Что-нибудь такое, например. Судя по всему, не очень. Хотя бы 2 попал. Тоже неплохо. Так, лечим эту. И текаем. Союзнички, алло. Это вообще наглость, он в упор идет. Мои союзнички, алло. Тут ничего не делаете вообще, что происходит? Абсолютно бесполезные. Где это такое видано-то, а? Нормально. Екс. Ого. Что-то маловато совсем попал. Совсем маловато попал. Найс. Бежим. Ну, честно говоря, эти 4 могли бы хоть что-нибудь сделать. Хоть что-нибудь. Мы лазер берем, да? Лазер берем. Так, ну и теперь валим на лифт в подвал. Валим на лифт в подвал. Я чую, в подвале там будет еще какая-то жопа. The elevator door refuses to open. Some kind of manual lock is engaged. A blinking alert message reads, Elevator in transit. Doors will unlock once elevator passes floor 27. Looks like you won't be able to pry them open for a minute or two. Better hunker down. Типа... Кучу всякого говна накастовали. Только ни хрена в бою не участвовали. Бесполезные куски говна. Мне кажется, если мне немного похилиться, я их развалю. Есть что-то такое подозрение. Так, один раунд. Один раунд, появились противники. Давайте посмотрим, что тут. Давайте посмотрим, что тут.
А ну, попадешь? Ой, красиво, красиво. Зону надо по-любому ставить, но нет. Не получится так с зоной. Так, хейст главному герою. Пока не видно. А, отсюда. Отсюда видно. Нахер пошел. Так. Шо ты? Давай, стой так, в Overwatch. Они воюют. Они наконец-то хоть что-то делают. Наконец-то. А этот чувак не может дальше 10. Вы серьезно? Вдвоем не можете кинуть гранату дальше 10 метров. Да даже я бы смог дальше 10 метров. Вы чё, ребята? Это, конечно, издевательство. Так, escape, поехали. Escape. Не вижу смысла с ними воевать. В этой игре не дается опыт за убийство противников. Хрен ты расформишься, раскачаешься. Тут все по миссиям расписано, поэтому лишний раз воевать смысла нету. Misdirection. The pungent smells of musty stone, grease, and the remnants of the neurostine gas mix in your nostrils as you rappel down the elevator shaft. Whatever frustrated night-rent security officers are in pursuits are too far away to be heard. All around you there is only darkness and the occasional red-hued maintenance light. As you reach the bottom and pry open the heavy elevator doors, light comes flooding into the shafts. With any luck, you are only minutes away from the MTR station, and with it, freedom. Но было бы все так просто, вы бы мне не давали загрузку этого уровня, правильно? Скорее всего, сейчас произойдет какое-то говно лютейшее. Возможно, с 4 своих бесполезных ребят. Возможно, нет. You exit the service elevator and step out into the dimly lit basement. You hear no sounds of alarms, not shouting nor shouting, but it's only a matter of time before night rent catches up with you. The basement smells of mold and stale air. Faint vibrations run through the floor and walls every few moments, evidence of the MTR trains passing nearby. That was closer than I'd have liked. Whew. Chalk the top on things I don't want to do again. Get guessed while trying to escape from night rent. Back up, Dizzy. At least your fists and feet could hurt those bastards. I swear to God, I'm never running again against Ares again unless I've got an assault cannon with me. The old 6-gun just won't cut it against night rent. Just sprint for some APDS sounds, man. You don't need to overcompensate that much. So what now? We just march through the basement into the central MTR station? We should move fast. We don't have much time before they figure out where we are. Before we head off into the unknown, what are we going to do about the prototype? You need it for your job, I need it for mine. It's simple. We've got the laser in our possession, so it's ours. You don't hold onto the cake, you don't get a slice. It's that simple. Sorry, but that's the way it is. Come on. You're well established. You've got a network of contacts. The runner community knows how reliable you are. I'm a little fish in a big pond here. I blow this job, I may not be able to work in Hong Kong again. Hell, you don't even need the prototype, just the damn GPS unit on it. I don't like it either, maybe we can work something out. Thanks, I mean it. I don't like the idea of cheating on a job, but we are on the same team here. We both have to live and work in the same environment. How about this? We take the laser and you keep the GPS and nobody's the wiser.
And I'll owe you one. You can call it I'll help you out, or get friends who can, if I'm tied up. Okay, we got a deal. Take it. Excellent. I'll make sure nobody hears about this deal, at least not on my end. So what now? Do you want us to leave, or can we stick with you until we get to the MTR station? Come with us. Чё поделать? Sounds good for me. Lead the way. Раз дают такую опцию, то, скорее всего, будет все-таки еще файт до станции, поэтому погнали. Какая-то западня стопудово будет. Стопудово. Чтобы двери открывались, когда хочешь. Так, что тут у нас? A piercing hole cuts through the silence of the empty station. It's distant, but probably won't be for long. Better move and move quickly. Shit, I had dealing with guard dogs. We need to pick up the pace, or we'll be up to our ears and angry mutts. Давайте ускоримся на максималочку, если это возможно. Что у нас тут? О, берем. Почему бы и нет? Так. Появилась возможность начать бой. Это не к добру. F5 на всякий случай. F5. Все, game saved. Когда все остановились. Да. Ну, естественно. Как же иначе? Погнали. Так, а это что за станковый пулемет? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творите? Сколько вас тут? Так, а вот это нечестно. Почему они ходят первыми? Что за говнище, а? Что за несправедливое говнище? Так, ты. 92%. О, дратути. Привет, раз. Привет, два. Гранатки не найдется. Привет, 3. Не добросим-с. Не добросим-с. Ну, давайте тогда привет. О, мало, да? Ладно. Хотя бы так, хотя бы так. Одной пачкой меньше, дальше пусть союзнички разбираются. Я сделал достаточно. Оу. Извините, пожалуйста. Это случайно получилось. Совершенно случайно, я не при делах. Норм. И. В принципе, можно себя бустануть. И 70%, да, достаточно. Достаточно. Они еще и пушки разбирают, да? Ну, если союзнички танканут пушки, будет намного проще, я думаю. Нормально, вроде по ним стреляют. Это радует. %, 39. 52, конечно.
Не так, как хотелось бы, но в целом хотя бы 2 урона это уже лучше, чем ничего. Всех полечить можно, да? Давай. Лечим как можем. Ля ты крыса, а? Ля ты крыса. Не, с таким попаданием, ну его нафиг. Летит абсолютно в рандомные стороны. Ну, почти. Почти. Так, пушку добьют, я думаю. Должны добить. Здоровья у пушки не так и много. Угу. Но они будут тупить и ни хрена не делать, я понял. Вместо того, чтобы добить пушку, они будут тупить. Найс. Тикаем. Не, ну хотя бы танканули несколько выстрелов, это уже неплохо. Могло быть и хуже. В одно рыло было бы чуточку посложнее, я думаю. Да ёшки-матрёшки. Так. As you move through the MTR station, several figures move to interrupt your advance. The leader is obvious, a hulking brute of a troll. He cradles a heavy assault rifle in the crook of a cyberarm and reeks estate cigarettes in casual brutality. The name Steeltooth is stenciled across the flak vest beneath his jacket. His eyes narrow as you approach. That's far enough for you, punk. My crew had a long night. Nerves a little raw, you know? And crunching somebody's face always brightens my moods. Let me speak in small words if you don't misunderstand. Give us the prototype laser, or we're gonna kill you so hard your ancestors feel it. Так, no, try it. Watch how fast I air you out. You could try. Platform 6 is already painted with what's left of another team who didn't surrender. Turns out they didn't have the prototype. Maybe you do. You think you're a tough jackass? I've eaten burritos that's tougher than you. You're about as scary as the pile of wet kittens. Better keep your dog over there on a shorter leash, man, or he's likely to get put down. Right, cigarette's done, which means your time's up. Hand over the prototype, now. I'm not giving you a damn thing. Oh, I see, you wanna be a hard case. Is that right? Fine, light him up. А можно я первым похожу, алё? Что за беспредел творится? Просто беспредел. Так, что ты тут? 81, 89. Давай 89. Вообще какие-то дохляки. Непутевые. На изи. 63, 65. Ладно. Гасим уже 63-го. Что он вообще никакущий. Шо, комрады, валите. Я так понимаю, это тот самый тролль, про которого шла речь в security репортах, который ходил, вынюхивал туда-сюда.
И вот решился. Куда ты со своим мачете бежишь, скажи мне? Куда, главное, зачем? На верную смерть. The MTR train awaits, with it the promise of safety and freedom from any more unforeseen complications. Thanks for all the help tonight. I don't know if I'd have been able to get out of there without you. The world's better off with people like you in it. What will you do now? The usual, make a handoff, get paid, probably take a few more jobs out there. Got a lot of debts to pay off, you know? Nothing free in this life. You keep safe out there, okay? We're all gonna stick together. If we don't, they end up with bullets in our back. Take care. Take care. Так, возвращаемся в Хиой. Поехали. The MTR train pulls away from the station. You become lost in the crowds. Just another face traveling from Central towards Kowloon. Every second puts blessed distance between you and the hornet's nest, the night-errant soldiers you've left in your wake. With the data planted and the GPS module in your possession, it seems certain that Ares Asia will place the blame for your run at the doorstep at the Red Dragons Association. The loss of the prototype laser is unfortunate, but allies are often more valuable than gear, especially in the shadows. With any luck, they'll be able to pay you back soon enough. Ну, раз такое пишут на загрузочном экране, то весьма возможно, в какой-то миссии мы еще пересечемся, и они мне помогут. Так, тут получается get some rest. Ладно, идем тогда отдохнем. И буду заканчивать уже стримчанский. Так, ну чё, неплохой забег. Местами, конечно, предсказуемый, местами нет. В целом интересно. You enter the trawler and you find your crew gathered together waiting for you. Isobel has her head buried in her PDA. The rest of them stand watching her, trying to be patient. What's going on? I have been doing my homework on Josephine Tan and Tan Mechanical Services. Spill it. Okay, smoke him if you got him, because there's a lot to go over. In 2011, Tank Mechanical Services was a D-level corp floundering in the shadow end of the Hong Kong corporate pool. That's when Josephine Shui married into the family. Josephine thought big. She conceived of a massive project that would catapult TMS into the big time, something she called the Prosperity Project. Prosperity? That's what Raymond was mumbling about. What is Prosperity Project? Once upon a time, in the 900s, the walled city was a densely populated slum, something like 30,000 people crammed into 6.5 acres. Wait, I've heard this story before. It's a shithole, hell on earth, yada yada yada. That's today's walled city, the second walled city. The first walled city started life well over 100 years ago and lasted through both world wars and almost through to the Awakening. It was torn down in 1994 when the government had finally had enough. It had become such a haven for criminals that the cops would only enter it in large, well-armed groups. Sounds familiar. In 2021, Josephine Tan proposed a vision for a new type of low-income housing project, the Prosperity Project, a self-contained, low-cost walk-in neighborhood for the poor, but on a grand scale. The Prosperity Project would give Hong Kong's poor and the flood of refugees pouring into the country a place
They could call their own something that felt more permanent than the sprawling tent city that spontaneously sprang out after the first walled city was demolished. The Prosperity Project would replace the tent city and would be symbolically built on the site of the old walled city. The slogan was, "A place of dignity where prosperity begins." The apartments weren't much bigger than the space you'd get in your average coffin motel, but they were built around plazas and marketplaces that contained goods and services catering to the poor. The government forgot the lessons of the last walled city. They loved the idea of containing the refugees and the poor to only a few densely populated blocks. It kept them out of the public eye. Securing the contract catapulted 10 mechanical services fortunes ahead. It eventually put Josephine Tan onto the executive council. One slum made her rich? It's a very big slum. Apparently that was also the beginning of a series of lucrative building contracts that propelled TMS into a big time. Where's Raymond come into all of this? Raymond Black doesn't come into it at all, but Edward Tseng does. Хто це? That's your foster father's real name. Oppa. Raymond Black was actually Edward Tseng, the only son of Josephine Tseng and her late husband, Breakwater Tseng. Edward was in charge of laying the groundwork for the walled city, excavation and utilities, running in power lines, sewage, and kind of thing. So our secret foster grandmother is trying to kill us? It looks that way, yeah. Wait, this doesn't make any sense. Remember what a massive grey water leak that flooded the basement back in 48? What about it? Ray didn't know the first thing about sewer lines. He hired a small army of plumbers, probably paid them double what the job was worth to fix the thing, and it still took almost 2 months to get the last leak under control. So в чем реплика? Что они там хотели сказать? Реплика. Вот это кидалово. Я очень сильно огорчен. Просто последнюю реплику на сегодня мне говорят: братан. Так, сколько мне там заплатят? 2000, неплохо. Блин, забыл прочитать. Стоп. Pending active completed jobs. Это вот это, да? Но это не... Короче, разочарование. Одну реплику мне просто не показали, пустой экран. Вторую реплику я случайно пропустил. Тоже обидно. Спим, читаем про какие-то кошмары, судя по всему. A stabbing pain in your stomach jolts you awake. Your entire abdomen is cramping up. You roll into the cots, willing the shooting pains that radiates from your stomach to go away. Your mouth is bone dry and your tongue is swollen. It feels thick and inarticulate, like a useless slab of meat. A quick glance at your PDA tells you that it's 4 a.m. Outside of your cabin, the rest of HOA sleeps. All that you remember of the dream that you awoke from is a horrible, unfulfilled yearning and the need to get where you were going first. Others were behind you. You could feel the heat of their breath on your neck. If you were to beat them to your destination, you could slam the door in their faces. Keep them out and away from what was yours. But if they overtook you, you would feel that terrible longing forever. As you gasped at your last fleeting memories of the dream, a wave of exhaustion washes over you. It feels like you've been drugged.
You collapse back into your cots and into a black, dreamless sleep. When you open your eyes again, the sun filters in under your floor. It's morning. Что там с 4 до 6, в принципе, понты. Так, ну что, один забег, одна миссия, плюс дополнительно немного текста. И в итоге-то получается час 50 стримчанский. Неплохо. Что ж, на сим буду заканчивать. Спасибо всем за внимание. И, как говорится, до новых встреч.